Защищенный смартфон со встроенным фонариком, который имеет яркость в 1000 люменов. Сам смартфон оснащен сенсором ночного видения, аккумулятором на 22 тысячи мАч, многофункциональной кнопкой, IPS-экраном с частотой обновления экрана до 120 Гц, поддержкой различных вспомогательных функций, защитой IP68, IP69K и MIL STD810H. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смартфону Ulefone Power AMA 24. Но как на самом деле дела обстоят у этой модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данный смартфон в стандартной ярко-желтой упаковке. Упаковка неплохая. В комплекте входит сам смартфон, защищенное, разумеется, защищенное стекло, несмотря на то, что в стоке наклеена защитная пленка, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты и карту памяти до 2 терабайт. Далее есть краткое руководство, гарантийный талон, ремешок, кабель с Type-C на Type-C и блок питания на 66 Вт. Габариты смартфона следующие: 181 на 87 на 29,5 мм. А вес просто нереальный — 645 граммов. Они так постепенно к килограмму дойдут, и будем мы как в начале 90-х ходить с чемоданчиками. Также дополнительно пришел чехол для смартфона. Он неплохого качества и предназначен для того, чтобы носить смартфон на ремне или прикреплять его, используя карабин-кольцо за что-либо. Учитывая вес устройства, данный чехол действительно полезная вещь. Розыгрыши моря, читаем описание, как и сейчас актуально. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 8 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого, я еще пытаюсь iPhone 15 разыграть. Все условия в описании. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Перейдем к защищенному смартфону. Полетели. Приобрести данную модель можно только в черной расцветке. Дизайн устройства стандартный для смартфонов от Ulefone, но отмечу, что смартфон не из тонких, а точнее он вовсе не тонкий. Боковые рамки и блок камер с фонариком Power Armor 24 выполнены из металла. Большая часть корпуса имеет прорезиненную поверхность, плюс есть вставки с карбоновым покрытием. Углы стандартно для защищенных смартфонов имеют повышенную прочность, сборка устройства хорошая. Мини-джек на 3,5 мм находится за прорезиненной надежной заглушкой, как и разъем Type-C OTG версии 2.0. В руке смартфон лежит неплохо, но, как я уже говорил, он не тонкий, ко всему весит немало. На корпусе также расположили кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, стандартно программируемую клавишу, на которую можно повесить любое действие из предоставленных в настройках, а также клавишу для включения фонарика, который, как вы уже могли заметить, расположили на тыльной части смартфона. Фонарик имеет 510 светодиодов, мощность до 6 Вт, класс защиты IPX8 и яркость до 1000 люменов. Светит он хорошо, свет рассеянный, удобно, что он включается с помощью кнопки для быстрого доступа, и в приложении можно выбрать мощность фонарика и продолжительность его работы. Заметный люфт есть только у качелей регулировки громкости, далее есть крючок для шнурка, микрофоны, специальный коннектор для подключения различных аксессуаров от производителя, к примеру, эндоскопа. По звуку имеется один основной достаточно громкий динамик и один разговорный. Звук здесь, к сожалению, моно. Да, более полукилограмма смарт, а звук моно. Не хватило им места для второго динамика. Предустановок на борту нет, как и кастомного эквалайзера. Вибромотор топорный и не настраиваемый, ко всему довольно слабый для такой массы. Удобно, что есть встроенные капорты, индикаторы уведомлений, которые расположили рядом с разговорным динамиком. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS LCD дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей Full HD+. Соотношение сторон 20 к 9. Экран имеет защиту Corning Gorilla Glass 5 версии. Рамки, как и подбородок, как для защищенного смартфона, не громадные. И круто, что вырез под фронталку не каплевидный. Плотность пикселей 396 ppi. Яркость экрана, по моим замерам, максимум 500 люксов, но подсветка неравномерная. При прямом попадании света на экран яркости не хватает, если использовать солнечный день. Но в других сценариях использования яркости в целом достаточно. Автоматическая регулировка яркости работает корректно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. На выбор также есть 60 Гц, 90 Гц и автоматический режим. Мультитач на борту, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. В настройках экрана можно найти регулировку цветовой температуры, режим цветопередачи, а из интересных функций можно выделить режим подводной съемки, Android Auto, режим в перчатках, функцию умное касание, дополнительные функции для сканера отпечатка пальца, к примеру. Можно долгим прикосновением сделать скриншот, ответить на звонок и не только. Радио работает даже без наушников, за что плюс. В меню можно найти приложение для настройки фонарика, приложений с инструментами, к примеру, компас, фонарик, датчик уровня шума и не только. Далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальцев, распознавания лиц и стандартного
стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, что не скажешь про распознавание лиц, так как оно срабатывает довольно плохо. Завести отпечаток одного и того же пальца можно, за что от меня минус. В общей сумме можно завести до 5 отпечатков, а биометрические данные можно завести только одного лица. Летим дальше. Процессор здесь MediaTek Helio G96 с древнейшим техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2 ГГц, графический процессор ARM Mali G57MC2, интерфейс Android 13 версии, русский язык на борту, но перевод местами некорректный, что странно. Система работает довольно быстро, скроллинг плавный, микрофризы встречаются, но редко. Оперативная память LPDDR4X на 12 ГБ, внутренняя память UFS 2.1 на 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей отсутствует, а для 4G есть 7 и 20 бенд. Для звонков есть функция VoLTE HD, связь он ловит отлично, проблем с датчиком приближения не было, за что плюс. Bluetooth версии 5.2, NFC модуль в наличии, можно устанавливать МИРП и оплачивать покупки NFC модуля. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. GPS точность в домашних условиях 1-2 метра, но смартфоны на куалкомовском процессоре с навигацией справляются куда точнее. Из датчиков на борту имеется, как я уже говорил, NFC, датчик приближения, датчик силы тяжести, датчик окружающего света, акселерометр, датчик геомагнитного поля, гироскоп, кулонометр, шагомер и инфракрасный датчик. Далее, емкость аккумулятора целых 22 тысячи мАч. В PC-марке устройство выдало 22 часа 14 минут. Тест я проводил на 100% яркости с принудительно включенными 120 Гц. Использовать данную модель как Powerbank можно, но, как по мне, аккумулятор с такой емкостью по большей части нужен для того, чтобы сам смартфон жил долго, но не для того, чтобы заряжать устройство. Конечно же, в крайнем случае можно и нужно воспользоваться данной функцией, но я вам советую купить нормальный полноценный Powerbank, а не надеяться на смарт. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 66 Вт, несмотря на это, чтобы полностью зарядить смартфон, необходимо достаточно много времени. К примеру, у меня от 0 до 60% он зарядился за 4 часа. Поедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi только 2%, что неудивительно, за час игры в PUBG улетает не больше 10%. Яркость смартфон не сбрасывает, играть возможно, но комфорта, разумеется, мало с таким процессором. С легкими играми смарт справляется лучше, но учитывая вес в 645 граммов, долго в него не поиграешь. Хотя, с другой стороны, параллельно, считайте, руки качаете. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит 190 гипсов максимум, 183 гипса в среднем и 164 гипса минимально на 100 потоках при 30 минутах. Все стандартно так же, как и в Ulefone Power Armor 22. В Geekbench 6 в сингл-коре подает 687 баллов, в мультикоре 1806. 3D Mark показал Slingshot 2145, Slingshot 2900, Wildlife Stress Test 1165, Wildlife 1161, Wildlife Extreme Stress Test 328 и Wildlife Extreme 327. Вантуту выдал результат в 388 тысяч попугаев, Storage Test показал 28 тысяч, стресс-тест смартфон прошел плохо, что неудивительно с этим процессом. Ulefone Power Armor 22 имеет степени защиты IP68, IP69K и MIL STD 810H. В этот раз я первым делом решил его протестировать на ударопрочность. На асфальт его не бросал, но несколько падений на твердый лед со снегом и плитку он выдержал хорошо. Далее он искупался у меня, вода никак не повлияла на работу смартфона и под заглушки вода не попала. Все бы ничего, но есть проблема, которую на данный момент я решить не могу, а о ней я расскажу после того, как пройдемся по характеристикам камеры. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров LED-вспышки, а также датчиков для ночного видения. Широкоугольный сенсор Sony IMX686 на 64 мегапикселя с углом обзора в 79,8 градуса, апертура 1.89 и сенсор ночного видения OV64B на 64 мегапикселя с углом обзора в 79,8 градуса, апертурой 1.79. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 2К 30 FPS, фронтальный сенсор S5K3P8 на 16 мегапикселей, угол обзора 76 градусов, апертура 2.2. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. В стоке есть различные вспомогательные функции, режимы, фильтры, к примеру, ночная съемка, GIF-навигация, портрет, PRO-режим, панорама, замедленная съемка, пленка и так далее. Но ничего нового, разумеется, не добавили. Качество фото и видеосъемки такое же, как и в Power Armor 22, но камеры в минус 15 запотевают и довольно быстро. С учетом того, что смартфон должен себя отлично показывать при разных температурах, запотевшие камеры портят всю картину. Ко всему, несколько прогонок в тестах никак ему не помогли. Короткие примеры вы уже увидели, а фото на открытом пространстве и в домашних условиях сейчас увидите. Минусы: запотевают камеры, экрану не хватает яркости при использовании на солнце, нет стереозвука, тяжелый, ко всему большой, неудобный, опять же при длительном использовании. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный
личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного и повеселее смартфоны будут. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо. Не забудьте прожать лайк. Знаете, вы этим очень сильно помогаете проекту. Резюмирую. Смартфон Ulefone Power Armor 24 от других моделей отличается только наличием фонаря и аккумулятором в 22 тысячи мАч. С другой стороны, мы имеем уже 12 гигабайт оперативной памяти, и это заметно, так как система работает более стабильно и без лагов. От меня девайсу максимальная скромная «да», если вы прям на лютом сейле его приобрели, если он вам прям нужен. Так как все-таки изменения в моделях должны быть значительнее, надеюсь, процессор они когда-нибудь поменяют. Еще раз огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!